Всех приветствую, друзья! С вами по-прежнему я, GeoxGD, и сегодня я хотел бы разобрать мой спидран «Привет, сосед» за 12 минут. Кроме того, меня об этом просили, да и для того, чтобы другие могли использовать эти способы, я просто обязан рассказать о всех гличах, что я использовал в своем ране, о всех способах скоротать время прохождения и так далее. Погнали! Хей, вот вам вопрос. Если у вас знакомых друг ГДшер, который может проходить экстрим-демоны на телефоне? Боюсь, что нет, но это можно исправить. Знакомьтесь, Майнфорд. Этот человек проходит демоны экстремальной сложности на телефоне и ни на что не жалуется. Если вы играете в Geometry Dash, то вам несомненно нужно посетить канал этого пацана, ведь он реально старается, а показатель в более чем 2000 подписчиков действительно указывает на его невероятный скилл и приятную атмосферу на стримах. Ему также лично от меня выражается благодарность за донат в размере 120 рублей, а в качестве особой благодарности давайте поможем ему поднять подписчиков. Обязательно переходи и подписывайся, все ссылки для тебя будут в описании, в подсказке и в конечной заставке. А про таких людей, как Dastra Sans и Мистер Вано SO2, я тоже не забыл. Спасибо за оформление спонсорской подписки и донат в размере 58 рублей соответственно. Ссылочки также в описании, а вот если ты хочешь получить упоминание в моем ролике и модераторство на стриме, как эти 3 человека, то обязательно оформляй хоть самую дешевую спонсорскую подписку и получай свою заслуженную награду. Ладно, на сегодня пиара достаточно, успокойтесь. Все, ролик уже начинается, приятного просмотра! Все начинается с первого акта. Как и обычно, бежим по склону вниз за мечом. Справа будет находиться 2 мусорных бака и мешок. Я беру бак и мешок, а затем продолжаю двигаться вперед. Как только запускается катсцена, я ее пропускаю, и меня вынужденно ловит сосед. Затем я бегу в левую часть дома соседа к переключателю электричества и размещаю там бак, чтобы запрыгнуть на ручку переключателя, а с него попасть на белую доску, которая имеет хитбокс. Забравшись на белую доску, я разбиваю окно и забираю красный ключ. Этот способ не работает на ПК. Забрав красный ключ, я немного затупил с прыжком вниз, но я в итоге добираюсь до двери в подвал и останавливаю таймер на загрузке. И да, это не обман, так и должно быть. Время без загрузок и есть то время, за которое я прошел игру, потому что в загрузках я ничего не могу делать. А время с загрузками я посчитал уже после выхода видоса. Итак, я начинаю двигаться в подвале. Здесь все по классике. Открываю решетку и бегу в конец подвала. Здесь нужно нажимать на все рычаги, чтобы открыть решетки. Решетку, которая закрывает финальную дверь, нужно открыть, отключив генератор. Для этого я использую стул. С него я запрыгнул на электронный замок и отключил генератор. Затем остается лишь добежать до двери, и здесь появляется сосед. А добежав до последней двери, я сдаюсь соседу, чтобы завершить первый акт быстрее. Снова ставлю таймер на паузу. Начинается второй акт. Подбегаю к двери, чтобы меня спас сын соседа по имени Аарон. А затем беру решетку, бегу по вентиляции и выбираюсь из подвала. На загрузке снова ставлю таймер на паузу. Далее я выхожу из подвала и бегу к углу участка соседа, чтобы взять 2 коробки. И еще одну беру, пройдя чуть дальше. Далее я забираюсь на козырек и с него перепрыгиваю на трубу, которая примыкает к забору. Этот способ не работает на ПК, заметьте. Размещаю на трубе 3 коробки, что очень сложно, они постоянно куда-то улетают. И с помощью них я перепрыгиваю забор. А начинается третий акт. В мобильной версии изначально присутствует патч, который не позволяет брать невидимое письмо. Кстати, именно поэтому на ПК спидранеры проходят игру быстрее, а на телефоне приходится ждать 40 секунд, пока придет письмо. Взяв его, я перемещаюсь на локацию с разрушенным домом соседа. Беру из багажника ключ, захожу в дом и отвечаю на телефонный звонок. Начинается главная часть третьего акта. Здесь работает рандом. Способ работает на ПК. Некоторые спидранеры предпочитают бежать в левую часть дома, чтобы быть изначально ближе к кошмару со школой. Но сосед там очень часто делает зарядку, и это не срабатывает. Поэтому я беру яблоко и разбиваю окно в центральном зале. С шансом примерно 60% сосед пойдет проверять источник шума и устанавливать капкан под разбитое окно. Но не самым ловким образом я забираю капкан, но зачем он мне, спросите вы? Все просто. Капкан двигает игрока вперед, независимо от того, уперся ли игрок в стену, дверь и так далее. У двери, запертой на зеленый ключ, очень тонкий хитбокс, поэтому я спокойно пробиваю его капканом. Для этого я подхожу к двери вплотную и кидаю капкан в нижнюю часть. Заметьте, кидаю, не кладу. Если класть, то получается какая-то дичь. Или капкан просто провалится за дверь.
Капкан должен высовываться немного из-за двери, естественно, в раскрытом положении. Ну а потом вы в него должны войти. Сделав это, я попадаю в кошмар со школой. Здесь нужно прятаться в шкафах от манекенов, но я просто прорашил весь кошмар без этого. На ПК этого почти невозможно сделать. Пройдя кошмар со школы, я забираю свой капкан назад. Ну и как вы помните, для того, чтобы пройти подвал третьего акта, нужно иметь 3 способности, казалось бы. Двойной прыжок, отталкивание соседа и невидимость. Пока что мы можем только отталкивать соседа. Так почему же я не пошел проходить супермаркет, чтобы получить невидимость? А почему не пошел проходить чулан для двойного прыжка? Объясняю. В подвале можно использовать стул, и двойной прыжок изначально не нужен для прохождения третьего акта, поэтому я его не прохожу, а супермаркет обязательно, почти. Существует способ, как пройти третий акт, пройдя только школу. Смотрите далее. Я забираю капкан и бегу в спальню. Здесь я забираюсь в угол. Один из самых опасных, решающих и рандомных маневров. Нужно затолкать капкан под стену. Для этого нужно целиться в плинтус, а точнее в соединение стенки и пола. Как только это сделано, нужно кинуть туда капкан. Сразу же его нужно открыть и моментально попасться в него. С первой попытки у меня не получилось, но мне очень повезло. Если вы будете это делать слишком долго или потратить на это много попыток, капкан может провалиться за стену. Это происходит очень часто. Но я протолкнул себя капканом за стену и попал в подвал. Теперь внимание. Я беру баннер для того, чтобы взлететь на решетку. Если я буду сидеть на решетке, которая появляется, когда тень начинает двигаться, она меня не заметит. Чтобы это сделать, нужно специальным движением наступить на дрожащий в земле баннер, который туда нужно самостоятельно затолкать. Он способен оттолкнуть вас на эту решетку, но пока что это работает как на ПК, так и на телефоне. Но здесь произошла странная ошибка в кат-сценах. Игра сошла с ума, и когда у меня не получилось забраться на решетку, меня поймала тень. Я должен был появиться в начале подвала, а появился прямо у финальной двери, где меня попытался поймать сосед, но я его оттолкнул, нажимая быстро кнопку прыжка. Вот как выглядит трюк с баннером без багов с телепортацией. Что ж, оттолкнув соседа, я попал в финальный коридор. Если вдруг какой-то завидующий дурачок скажет, что тут обрезки, что я обманщик и по классике даун, то вот вам ответ психиатра. Я снимаю и монтирую, по случаю, на телефоне. И сделать такую обрезку абсолютно не представляется возможным. Таймер абсолютно остается плавным. Если этого вам недостаточно, то вот еще одна ответка. Во время сцены с отталкиванием соседа видно, что дверь, которая ведет в комнату, из которой можно попасть к финальной двери, все еще забаррикадирована стулом. Это значит, что я еще не открывал ее, а значит не мог попасть в эту комнату. Это лишь говорит о том, что игра действительно глюканула, и я телепортировался. Так что я телепортировался, но поскольку это спидран Any процентов, здесь разрешены любые глюки игры. Так что я ничего незаконного не сделал. Итак, я вхожу в финальную дверь. Акт финал. Я сразу бегу к тостеру после того, как гигантский сосед ломает комнату Аарона. Но сначала пытаюсь попасть мячиком по выключателю. Конечно же, промахиваюсь, но ничего в этом решающего нет. Здесь есть интересная пасхалка-глюк с тостером. Если прижаться к правой ближней части, то он тебя запустит так высоко, что я был способен запрыгнуть на крышу контейнера с зонтиками. Но я прыгаю вниз и добираюсь до полки, на котором лежит заранее подготовленный секретный зонт. Чтобы это сделать, использую двойной прыжок, который сам по себе появляется в акте финале. Забирая зонтик, я прыгаю вниз, чтобы снова подлететь вверх на тостере. Но чуда не произошло, и меня отпульнуло с задержкой из-за того, что тостер попытался откинуть зонтик вместо меня. Что еще хуже, я угодил в лифтовую трубу. Дикий фейл. Чтобы такого не происходило, оставляйте себе баскетбольный мячик. Он маленький, и тостер не пытается его откинуть. В любом случае, на второй попытке у меня получилось, и я просто в полете на зонте подобрался к домику, который расположен на спине соседа, и успешно попал в него. Далее я прохожу через кошмарную комнату и здесь попадаю в финальную часть акта финала. Здесь Некрот, то есть мы в детстве играем с машинками. Играет он в какую-то чертовщину, но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы защищать его от атак тени, который здесь выступит в роли финального босса. Для этого нужно банально вставать перед ним. Вот все отражения атак. Всего их 5, и после 5-й тень взрывается, а я иду к финальной двери. Начинается финальная катсцена.
Таймер остановлен на 12 минуте и 51 секунде, что означает, что я на втором месте в топе мобильных спидранов по «Привет, сосед» в режиме Any %. А на первом месте уже несколько месяцев стоит американский мобильный спидранер The Boss с рекордным временем прохождения в 11 минут и 42 секунды. Чтобы побить этот рекорд, я должен повторить все то, что сделал он, но сделать это еще быстрее. Но это практически невозможно. Во-первых, ему повезло во всех случаях после первого акта. Сначала сосед был на улице, у меня это тоже так произошло. Затем он без проблем сделал все быстро в подвале, а во втором акте так и вовсе перелетел успешно на решетку так, что на это ушла лишь одна попытка. Но каковы шансы того, что у него сложится все дальше с первой попытки? Около 1%. Именно это сделало его спидран таким быстрым. Однако не мне, да и никакому ультразадроту не пройти игру быстрее, чем на ПК, потому что скорость персонажа там выше, а движения и прыжки выполнять несколько проще, потому что камера плавнее, а также там используется другая техника перемещения персонажа, а средний FPS всегда около 60. Что ж, на этом разбор моего спидрана окончен. Следующий спидран опубликую, как только рекорд будет меньше 12 минут и 30 секунд на всю игру. Надеюсь, это видео вам понравилось и вы оцените его лайком. А с вами был GeoxGD. Всем пока-пока.